А внизу находится тот самый командный центр замаскированный. Возможно, здесь хранили оружие. А вот и одна из изюминок этого защитного сооружения – огромные гермоворота. А под нами метров, наверное, около 10 высоты. Пройдя через эту гермодверь, мы попадаем уже в сам объект. В этом командном центре была своя собственная телефонная сеть. Всем привет, дорогие друзья! С вами канал обо всем подземном и заброшенном Underworld и его ведущий Steppenwolf. Сегодня мы с вами отправимся в один некогда очень секретный объект. Это подземный запасной командный пункт. Причем объект был настолько засекречен, что я долгое время не мог найти о нем сведений. Но обо всем по порядку. Не знам, to je bila vojska, to je vojska napustila. Да, а что я там bio? A bio neki magacin, da nemam pojma. Magazin bio, tamo neka kazarna. Bila je kasarna tamo iza. Da. Ima i sad, ali je napuštena. Ja vjerujem, ja sam bio tu, ali nikad nisam ulazio. Špijuni naši sve rade. Sve je napušteno. Sve je napušteno, ništa. Sve je propalo, nema. I država ne je propala, i kako je. Da. Ovo je katastrofa. Užas. Со всех сторон объект окружают горы. Даже двигаясь по дороге буквально в сотни метров от территорий, невозможно предположить, что за ближайшим холмом скрывается командный пункт, который должен был быть задействован в случае применения ядерного оружия. Первое, что мы встречаем при въезде на территорию военной базы, это ввод электричества. Естественно, у военной базы была своя подстанция, своя трансформаторная. На территории современной военной базы уже множество лет располагались военные. U stvari, to je kasarna. Još za vrijeme Austro-Ugarske je tu bila kasarna. Za vrijeme Austro-Ugarske monarhije koja je vladala ovdje, koja je bila... Poslije Austro-Ugarske monarhije je bila stara Jugoslavija. Vazda je ta kasarna bila živa. Tu je vazda bilo u vojske. Еще в австро-венгерские времена здесь была построена крепость на вершине горы. На территории этой крепости находилась тюрьма. И начнем мы наше сегодняшнее путешествие как раз с подъема на эту гору и с осмотра австро-венгерской крепости. Вершина этого холма – это как раз верхняя часть бункера, в который мы отправимся чуть позже. Здесь находился радар, а вот это вот та самая гора, на которой расположена старая австро-венгерская крепость. Здесь же в основании этого холма находится старое австро-венгерское убежище. Здесь мы долго задерживаться не будем, поскольку это обычное скальное убежище, которое даже не имеет никакой обделки. Это убежище представляет собой небольшое защитное сооружение U-образной формы, небольшого размера, просто вырубленное в скале. И вот мы уже добрались до второго выхода. Зато полюбуйтесь, насколько живописный этот второй выход. Часть конструкции уже обрушилась за прошедшие десятилетия.
И выглядит все это очень сейчас живописно. Тленно и живописно. Вот такой крутой подъем здесь на эту гору, но зато очень живописный. А так выглядит верхняя часть холма, в котором построен тот самый командный центр, бункер, в который мы с вами отправимся чуть позже. Кстати, еще очень интересный момент. Я сейчас поднимался по кратчайшему пути со стороны бункера, а вот это старая австро-венгерская тропа для подъема на гору, на которой находится крепость. Вот так живописно она выглядит. Немного ниже вершины горы, на которой расположена крепость. Старая постройка австро-венгерская, видимо, что-то типа караулки. И вот мы на самой вершине горы в крепости. Высота здесь 490 метров над уровнем моря. А внизу находится та самая военная база, которая является основной целью нашего сегодняшнего путешествия. Мы спустились с горы, с вершины горы, где расположена австро-венгерская крепость. И сейчас давайте быстро осмотрим окрестности командного пункта. Вот здесь с обратной стороны, как бы основной въезд находится с другой стороны, с обратной стороны холма, в котором вырыт этот командный пункт, мы можем видеть такой своеобразный киоск. Это на самом деле киоск, и он использовался в югославские времена. Это стандартная конструкция, которая выпускалась массово. Использовалась она для различных целей, как для каких-то киосков типа «Союз печати» на улицах городов, так и для охраны различных объектов. То есть здесь находился дежурный, сторожевой. А вот еще одна старинная постройка. Она находится на вершине холма, под которым и расположен командный пункт. Вот эта современная бетонная конструкция была построена уже во времена строительства самого командного пункта. И там расположена либо вентшахта, запасной выход, либо это было основание антенны. А это уже вид на территорию воинской части. И это была казарма, в которую мы сейчас отправимся. Это, собственно, и будет последний пункт перед тем, как отправиться изучать сам командный центр. Одна из вентшахт. Но эти вентшахты мы изучим уже попозже. Мы отправимся в них снизу, когда будем находиться в командном центре. А теперь давайте отправимся, посмотрим, что было внутри казармы. Это, собственно, единственное наземное строение, которое было построено на территории этой воинской части при этом запасном командном пункте. Здесь были какие-то технические помещения. Даже сохранился холодильник. А с другой стороны этой двери находится столовая. Сейчас мы туда пройдем. Здесь мы можем видеть электрощитовую. Опять же, какой-то холодильник. И в этом помещении была душевая. Склад провизии и, собственно, территория столовой. Вот в этом зале служивые завтракали, обедали, ужинали. Kasarna je bila u full stanju. U full stanju. Ja kad sam primio te ključeve, ja sam trebao da obiđem kasarnu i da vidim unutra šta i kako je ostavljeno. Sve je to ostavljeno onako kako treba. Znači to je bila kuhinja, sve sa svim inventarom, sve spavaone, купатла. Это главный вход. Из главного входа в правой части, если отправиться, попадали в столовую, те, кто здесь служил, а в левой части находились казармы и служебные помещения. Вот это, я так понимаю, была дежурка. Здесь даже осталась металлическая дверь. Возможно, здесь хранили оружие. Посмотрите, достаточно современная проводка. И вот сама казарма. Здесь, конечно, все помещения уже пусты. Но все же по оставшейся утвари можно догадаться о предназначении некоторых из этих помещений. Сейчас пройдемся быстро по опустевшим уже много лет назад комнатам. В одной из комнат, что интересно, была мощная вентиляция. Возможно, здесь был какой-то склад.
склад чего-то, что требовало хорошей проветриваемости помещения. Ну и какой же объект без посещения туалета? Что интересно, даже ёршик для чистки остался. Сохранились душевые кабины. И вот в одном из помещений можно видеть кушетку. Возможно, здесь был медпункт. А вот это достаточно интересная комната. Я не служил в армии и вообще достаточно плохо разбираюсь в армейском быту. Но мне кажется, что это была оружейная. Или, во всяком случае, сюда снесли вот эти шкафы для хранения оружия. И, кстати, сеточка над дверью тоже намекает на то, что это вполне могла быть оружейная. Пройдя через весь коридор, мы попадаем в бойлерную. В этом помещении был туалет и душевая, скорее всего, для сотрудника, который обслуживал эту бойлерную. На территории возле казармы множество технологических проемов. Естественно, здесь были полностью все свои коммуникации. Один из технологических проемов закрыт такой бетонной конструкцией, чтобы туда не провалиться на машине. Здесь же были сделаны и дренажные канавы, то есть все построено было по уму и капитально. А это и есть вход в командный центр. Вход единственный. Здесь есть еще несколько эвакуационных выходов, но вот именно вход, который был предназначен для сотрудников, для обслуживающего персонала, он был один, и он перед нами, и сейчас мы туда отправимся. А еще обратите внимание, перед тем, как мы нырнем в прохладу этого командного центра, обратите внимание на закрепленную над этим входом баскетбольную корзину. Скорее всего, это так и было еще во времена функционирования этого командного центра. Служивые здесь играли в баскетбол. A 80. godine je tu napravljen vojni centar, nuklearni vojni centar u slučaju nuklearnog rata i to je sve bilo pod zemljom. Sve je bilo pod zemljom i to je bilo dosta savremeno. Ja sam ulazio, imao sam tu privilegiju, inače nije se to moglo ući, ali imao sam tu privilegiju, pošto sam ovdje starosjedilac i poznao sam neke oficire, komandante te kasarne, oni su me uvodili dolje u taj, mi ga zovemo подкоп, to je подкоп. И вот мы уже внутри. На входе в этот бункер была нанесена защитная раскраска. Вход закрывался обыкновенными решетками. А дальше нас встречает стандартная входная группа для подземного защитного сооружения. Несколько гермодверей. А вот и одна из изюминок этого защитного сооружения – огромные гермоворота. И первое, что нас встречает на входе в это защитное сооружение, в этот командный пункт, это гермоклапана. За ними была мощная вентиляция, которую мы с вами чуть-чуть попозже изучим, и огромные гермоворота, которые предназначались для возможности ввоза оборудования и проведения каких-то ремонтных работ. Причем смотрите, что интересно. Гермоворота при их открытии и закрытии передвигались на таком вот валике, а прижим этого валика к полу регулировался мощными болтами. Над входом располагались такие лампочки, зеленая, желтая и, я так понимаю, красная, которые сейчас отсутствуют, которые, видимо, сигнализировали режим работы объекта, возможность входа в объект. И вот здесь же мы можем видеть, в объект заходят коммуникации. Это была, скорее всего, вода.
И запомните одну интересную особенность. С внешней стороны мы видим 9 гермоклапанов, 3 ряда по 3 гермоклапана. А теперь, когда мы попадаем в помещение, предназначенное для вентиляции, в технические помещения, здесь мы видим только 2 ряда по 3 гермоклапана. Размерчик у них очень внушительный. То есть здесь у нас находится 6 гермоклапанов. А вот с этой стороны гермофорточка, и там внутри еще те самые 3 гермоклапана. То есть здесь тем самым обеспечивались 2 режима вентиляции. 3 гермоклапана подавали воздух в верхнюю часть на одну установку для одного режима, а 6 гермоклапанов подавали воздух в нижнюю часть для обеспечения второго режима вентиляции объекта. Кстати, здесь же, в этом же помещении, мы можем видеть вот эти могучие гермоворота. Там был еще один воздухозабор, и здесь стоял еще один циклон, который обеспечивал подачу воздуха. И, кстати, обратите внимание, на потолке мы можем видеть одно из устройств, которое относилось к системе пожаротушения. Вероятно, это была порошковая система пожаротушения. Здесь их было достаточно много, подобных конструкций, подобных модулей системы пожаротушения. И это неудивительно, потому что в одном из помещений, в самом дальнем помещении этого блока, находился бак для солярки. Вот он. И сейчас вообще во всем этом блоке достаточно сильно воняет соляркой. Давайте заглянем в соседнее помещение. Оно было отделано плиткой, и сюда была заведена своя вентиляция. Для чего она предназначалась, к сожалению, сейчас тяжело сказать. Кстати, здесь нигде нету отверстия для слива воды, то есть это не было никак связано с использованием воды, то, что это помещение отделано плиткой. И вот осталась какая-то старая табличка. К сожалению, что она обозначает, сейчас я сказать не могу. Здесь же был датчик температуры, автоматически устанавливалась температура от 10 до 30 градусов. И вот это помещение, где тоже осуществлялся воздухозабор. Собственно, от гермоклапанов шли вот такие патрубки. Все гермоклапаны мы видели в разобранном состоянии, но вот один сохранился в целом состоянии. И вот, пробравшись через гермофорточку внутрь этой камеры, мы можем видеть наверху аварийный выход. Там сейчас видно даже свет с улицы, и уходят трубы наверх. И вот мы как раз сейчас у той самой вент-шахты, которую видели с вами снаружи. Трубы уходят на улицу, а под нами метров, наверное, около 10 высоты. Ну и, как обычно, электрические шкафы. Вот здесь были различные рубильники. 0 выключено, 1 включено. Вот здесь вот надписи, сделанные на ленте, которая приклеена. Вентиляция свежего воздуха, насос горючего и вентиляция аккумуляторной. Ага, значит, вот то помещение, которое отделано плиткой, это, скорее всего, была аккумуляторная. А здесь был вход. Электричество, сеть 1, сеть 2, сеть 3. Так, и индикации здесь. Наличие напряжения L1, L2 и L3. Ну, там, естественно, сейчас все пусто. У меня вот такая мощная розетка была. Мы давайте дальше продолжим исследовать этот бункер. И следующее помещение, куда мы попадаем после входа, это санпропускник. Здесь было 2 душевых кабины. Там вот бак, бойлер. Еще одни гермоворота. И эти гермоворота открывают нам путь в фильтры вентиляционные. Здесь мы видим разобранные фильтры. Фильтры были заполнены углем. Вот сами фильтрующие элементы. Фильтр произведен
в городе Крушевац, это Сербия. Номер фильтра, степень задержания грязных веществ, год производства 1986. Смотрите, как удобно было сделано. Для того, чтобы эти фильтры устанавливать, даже специальная лямка. Ну и направление движения воздуха. Вот здесь еще несколько таких фильтров. Манометр в паскалях. Здесь рассыпан уголь, как фильтрующий элемент. А сейчас маленькое объявление. Для тех, кто еще не в курсе, я хочу сообщить о том, что я открыл телеграм-канал и публикую там очень интересные материалы. Ряд объектов, о которых я там рассказываю, никогда не публиковались ни на одном из моих ресурсов. Также я там иногда делюсь координатами интересных мест, которые можно беспроблемно посетить, и рассказываю все самые свежие новости. А мы продолжаем. Не совсем пойму предназначение вот этой двери. Скорее всего, это воздухоплотная дверь. 1989 год выпуска, произведена в Югославии. Но, собственно, вопрос у меня возникает по другому поводу. Здесь были душевые кабины, через которые можно было спокойно пройти в это же помещение, вход в который закрывала вот эта воздухоплотная дверь. И, собственно, ее наличие здесь не совсем понятно. Здесь же мы можем видеть такую же сигнализацию, видимо, оповещающую о режимах работы этого бункера. Еще одна гермодверь и гермоклапан. И дальше, пройдя через эту гермодверь, мы попадаем уже в сам объект. Но прежде чем мы пойдем в рабочие помещения, давайте посмотрим еще одно техническое помещение. Сюда подавалась вода. И здесь же, я так понимаю, был резервуар для воды. Да, совершенно верно, это был резервуар для воды. Вот здесь вот по этому патрубку подводилась вода. И даже можно примерно понимать, какой уровень здесь постоянно держали, судя по отметкам на стенах. Ну и давайте теперь отправимся, посмотрим объект. Это уже рабочий блок, то есть здесь находились сотрудники на дежурстве. Первое, что мы видим, санузел. И здесь уже были помещения для сотрудников. Причем, обратите внимание, вот это, по-моему, была кухня. Об этом нам говорит и наличие бойлера, и вентиляция, и вот эти вот поддоны, окошко, через которые выдавали пищу. То есть объект был рассчитан на какое-то время автономной работы. Здесь, к сожалению, все помещения пусты, но видно, что здесь проходили шины под какое-то электронное оборудование. Здесь же опять название этого помещения, предназначение, но, к сожалению, по этому шифру понять, что там было, ничего невозможно. И вот еще одно помещение с хорошей вентиляцией. Кстати, вентиляционные короба проходили в каждое из этих помещений. Коробки с электрической разводкой. Бачка-паланка производства. 1987 год. Да, значит, этот бункер был построен в конце 1980-х годов, уже после смерти Иосипа Броз Тита. Вот еще одно помещение. Единственное, что мы здесь можем прочесть, это запрещено курение. Больше никакой информации здесь мы не можем найти, которая бы могла подсказать предназначение этого помещения. И вот, пожалуй, самое интересное помещение этого командного пункта – это ситуационный зал.
Здесь были стекла, так называемые планшеты, на которых наносилась обстановка, воздушная обстановка, обстановка на море. Насколько мне удалось узнать, это был командный пункт военно-морских сил Югославии. A это был pult dežurного. To je bilo toliko savremeno, to je bio jedno veliko staklo, na to staklo je sve bilo ispisano Zadar, Split, Tivat, sve to bilo na tačkice. I na primjer, ako bi u Zadar poletio avion, vojni avion, to se odmah emitovalo na to staklo. Давайте пока продолжим осмотр этого командного пункта. Вот еще одно техническое помещение, очень интересное, кстати. Именно через него воздух снаружи, либо чистый воздух снаружи, либо прошедший фильтровентиляционную камеру подавался уже в сам объект. И отсюда разводились вентиляционные короба по различным помещениям этого объекта. Давайте сейчас посмотрим, что было здесь. Тоже закладные под разводку электроники и вентиляция. И, к сожалению, все помещения пусты. Здесь что-то горело, какие-то остатки мебели. Вот он, этот же ситуационный зал, только с обратной стороны. Там находился дежурный и офицеры, а здесь находилась техническая часть. Посмотрите, кстати, приямки в полу были сделаны под проводку электроники. То есть здесь были какие-то компьютерные системы того времени. К сожалению, все помещения одинаково пусты. Вот, кстати, еще одно интересное помещение. И там мышка. Не знаю, видно вам сейчас ее или нет. Вон она побежала, крыса. Что она здесь делает, вообще сложно предположить, поскольку никакой еды для нее здесь точно нету. Итак, здесь можно предположить назначение этого помещения. Это, скорее всего, была местная АТС. То есть в этом командном центре была своя собственная телефонная сеть. А здесь посмотрите, сколько закладных под электрику. А вентиляция, опять же, причем она не была заведена сюда, а сделана просто проемы в стене. Вероятно, здесь стоял какой-то дата-центр. И еще один эвакуационный выход. Там даже можно слышать, как поют птицы наверху. Bila kasarna jedna od boljih u staru Jugoslaviju, pa i kasnije u ovu noviju Jugoslaviju. I to je trajalo negdje do 2002. 3. kad je ta kasarna napuštena, raspala se Jugoslavija, tada posle se odvojila Crna Gora. Kad se povukla vojska, oni su ostali kod mene ključ. Međutim, zub vremena je to sve odnio, poslije su počeli da pljačkaju, da ruše, tako da, evo vidjeli ste i sada kako to izgleda, znači katastrofa. Sad znam da je to pripalo Ministarstvu financija i da je to ide na taj objekat
sa svim terenom okolo da ide na prodaju. Ministarstvo financija je vlasnik svih onih vojnih objekata koji idu na prodaju. Изучая сейчас этот командный пункт, мне почему-то вспомнилось хранилище ядерных боевых частей недалеко от Мурманска. Если вы еще не смотрели этот ролик, переходите по ссылочке. А я с вами прощаюсь. До скорых встреч и всего вам самого наилучшего.